Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я собрала подборку из 5 вариантов фаршированных яиц. Простых, красивых и очень вкусных закусок для праздничного стола. Фаршированные яйца – это классика, которая всегда актуальна. Готовится быстро, выглядит аккуратно и нравится практически всем гостям. В подборке вы найдете как традиционные вкусы, так и более оригинальные сочетания. Такие закуски отлично подойдут для Нового года, дня рождения или любого семейного праздника. Выбирайте понравившийся вариант или готовьте сразу несколько. На праздничном столе они разлетаются первыми. Сохраняйте идеи и пишите в комментариях, какой вариант понравился больше всего. Готовлю фаршированные яйца со шпротами. Рецепт очень простой, но эта закуска одной из первых разлетается со стола. И она может заменить бутерброды со шпротами. Предварительно отваренные вкрутую яйца разрезаю пополам. Желтки перекладываю в миску. Открываю банку со шпротами. У меня вот такая банка, 200 граммов. И сейчас можно поступить по-разному. Если рыбка довольно крупная, вот как у меня, я обрезаю кусочек и оставляю вот такую рыбку с хвостиком, которую буду использовать для украшения каждого яйца. То есть у меня получается 10 фаршированных яиц, понадобится 10 вот таких небольших рыбок. Вот эти обрезочки я буду добавлять в начинку. Если рыбка идет вот такая сама по себе не крупная, оставляю ее целой. Просто потом в начинку добавлю еще немного рыбы. Я сначала подготавливаю 10 кусочков рыбы для украшения каждого фаршированного яйца. Для рецепта я буду использовать примерно чуть больше полбанки шпрот. Вот эту рыбку, которую я буду добавлять к желткам, я обрезаю хвостики и перекладываю к желткам. Конечно, здесь рыбу добавляйте уже по вкусу, как вам больше нравится. Вы можете добавить и больше, и меньше. У меня здесь еще немного осталось в банке. Хорошо разминаю желтки со шпротами, чтобы получилась однородная масса. Добавляю примерно столовую ложку майонеза, перемешиваю. Теперь добавляю специи. Немного черного перца, четверть чайной ложки сушеного чеснока, немного соли по вкусу. И также я добавлю немного дижонской горчицы в зернах, примерно 1 чайную ложку. Можно добавить просто не острую европейскую горчицу. Хорошо перемешиваю. И теперь по желанию можно добавить любую зелень. Сюда прекрасно подойдет укроп. Я добавлю зеленый лук. Мелко его режу. Перемешиваю, и можно сказать, закуска готова. Осталось ее красиво оформить. Если вы чувствуете, что здесь не хватает такой вязкости, можно добавить еще немного майонеза. Тогда у начинки получится более кремовая текстура. Теперь белки наполняю начинкой. Причем начинкой я наполняю сейчас вот так вот ровно. Не делаю шапочку, так как начинку потом я еще буду красиво выдавливать из кондитерского мешка. Сейчас просто заполняю вот эту выемку. Теперь в кондитерский мешок с вот такой насадкой звездочка перекладываю оставшуюся начинку. И на каждое яйцо выдавливаю начинку. Получается сверху как будто такая волна. И теперь я на каждое яйцо выкладываю рыбку. Немного ее вдавливаю. Также я еще украшу небольшой веточкой укропа. Конечно, вы можете закуску украшать по своему вкусу, как вам больше нравится. Я предлагаю свой простой вариант. Эти фаршированные яйца настолько простые и очень вкусные. Они разлетаются со стола самыми первыми. Вот такая красивая закуска со шпротами получилась. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Предлагаю приготовить оригинальные фаршированные яйца с грибами. Подготавливаю форму для маффинов. Ячейки хорошо смазываю растительным маслом, без запаха. Разделяю белки и желтки у яиц. В отдельные ячейки формы выливаю белки и желтки. Закрываю форму сверху фольгой.
и ставлю в противень, в который наливаю горячую воду. Отправляю запекаться в разогретую до 160 градусов духовку на 15-18 минут. В это время на растительном масле обжариваю лук и грибы. Режу их небольшими кусочками. Сначала обжариваю до золотистого цвета лук, а затем грибы. У меня королевские вешенки. Яйца запеклись. Достаю все из формы. Аккуратно поддеваю белки по краю, чтобы они не сломались. Желтки перекладываю в миску и растираю их вилкой. Мелко режу соленый огурец. Добавляю его к желткам. Также добавляю жареный лук и грибы, немного майонеза, сладкую горчицу, сушеный чеснок, черный перец, соль и хорошо все перемешиваю. Начинку я выложила в кулинарный мешок с насадкой и выдавливаю ее из мешка на запеченные белки. Присыпаю сверху паприкой и зеленью. Все так просто, а получается очень необычно, красиво и, конечно, вкусно. Я предлагаю приготовить фаршированные яйца мимоза. Закуска получается очень эффектная и украсит праздничный стол. 6 из 8 отварных яиц разрезаю пополам. Желтки выкладываю в миску. Несколько желтков откладываю для украшения. Оставшиеся желтки и 2 яйца натираю на мелкой терке. Также натираю на мелкой терке сыр чеддер. Можно использовать любой твердый сыр. Добавляю консервированный тунец. Сливаю масло, немного его разминаю, выкладываю в миску. Мелко режу перья зеленого лука. Добавляю его в салат. Добавляю майонез и перемешиваю. По вкусу добавляйте соль и перец. Я добавляю только перец. Теперь этим вкусным салатом наполняю половинки белков. Смазываю сверху майонезом. И украшаю натертыми на мелкой терке желтками. Яйца перекладываю на сервировочную тарелку и украшаю укропом. Закуска получается очень вкусная и выглядит как нежные цветы мимоза. Фаршированные яйца с креветками. Это очень вкусно. И такая закуска, конечно, украсит любой праздничный стол. Подготавливаю яйца. Причем сейчас яйца я буду разрезать не так, как мы привыкли обычно их разрезать вдоль, а буду делать такие бочонки. Как видите, здесь у яйца, там где попка, получается очень тонкий белок. Поэтому я разрезаю вот таким образом, отрезаю попку, немного подрезаю, для того, чтобы бочоночек мог вот таким образом стоять. Оставшийся белок с желтком отправляю в миску. Также отправляю желток. Надо доставать его очень аккуратно, чтобы не повредить вот эту чашечку. И точно так же подготавливаю остальные яйца. Я буду делать 5 фаршированных яиц. Оставляю для каждого одну креветку. Остальные креветки и крабовое мясо мелко режу. Я использую натуральное крабовое мясо. Конечно, его можно заменить либо креветками, либо крабовыми палочками. К желткам я добавляю столовую ложку майонеза, чайную ложку неострой горчицы. В мелкой терке натру 1 зубчик чеснока. Добавлю немного соли и черный перец. Хорошо все разминаю вилкой до однородности. Теперь в яичную массу добавляю порезанные креветки и крабовое мясо. Перемешиваю.
Наполняю начинкой белки. Делаю прямо вот такую горочку. Чтобы креветки были блестящими, я их слегка поливаю оливковым маслом. Накалываю креветку на шпажку. Вставляю шпажку в яйцо. Получается вот такая красивейшая закуска. Сверху все можно слегка присыпать паприкой. Рекомендую приготовить такие фаршированные яйца по-новому. Я уверена, они всем понравятся. Готовлю простую закуску фаршированные яйца с печенью трески. Это очень вкусно. И, конечно, такая закуска украсит праздничный стол. Разделю белки и желтки у яиц. Мелко порежу корнишоны. Также мелко порежу небольшой пучок укропа. И кусочек красной луковицы. Также режу мелко. Добавляю печень трески. У меня вот такая печень. Она уже сделана в виде паштета такого. Конечно, мы привыкли, что у нас печень продается такой целенькой, но эта печень тоже очень вкусная. Добавляю ложку майонеза, немного черного перца. Хорошо все перемешиваю. Обязательно начинку попробуйте на вкус. Если надо, добавьте соль и перец. Соль я не добавляю, так как у меня достаточно соленая печень трески. Начинка готова. Начинку я переложила в кондитерский мешок с насадкой. Выдавливаю ее сверху на яйцо. Сверху на яйца я натру немного желтка. Украшаю маринованными корнишонами и веточками укропа. Закуска выглядит очень нарядно, и, конечно, эти фаршированные яйца очень вкусные. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить еще больше быстрых и вкусных рецептов. Всем пока!